Всем привет! Сегодня сделаем такой столик в приложении Nomad Sculpt. Данный урок предназначен для начинающих, для тех, кто еще только делает первые шаги в 3D, поэтому я медленно и подробно рассказываю, как сделать данную сцену. Давайте начнем. Откроем вкладку с объектами и нажмем плюс. В открывшемся окне нажмем бокс. И придадим кубу форму доски. Для этого выключим гизмо. Появились точки для редактирования куба по всем трем осям. Уменьшим по оси Y, потянем за центральную зеленую точку. И уменьшим по оси X, потянем за центральную розовую точку. Скруглим углы. Для этого в строке редактирования нажимаем справа на три точки и параметр по Subdivision поставим 2. Перейдем на вид сверху, включим гизмо и нажмем клон. Потянем влево за красную стрелочку. Скопированную доску расположим на небольшом расстоянии от первой. Выключим гизмо. И в строке редактирования внизу нажимаем Mirror. Это отзеркаливание. Давайте откроем вкладку с объектами. Посмотрим. Верхняя строчка – это у нас центральная доска. И далее идет группа с отзеркаливанием. Здесь же прямо на этой вкладке нажимаем клон. Включим гизмо. И потянем влево за красную стрелочку. Откроем вкладку с объектами. И выберем группу с отзеркаливанием. Сначала выбираем нижние строчки. Потом верхнюю строчку, где написано Mirror. Нажимаем Validate. Выбираем Join Children. И нажимаем Yes. Теперь выберем центральную доску. Нажмем клон. И потянем вниз за зеленую стрелочку. Нажмем Snap. Поставим угол 90 градусов. И повернем по оси Z, за синий кружочек. И также повернем на 90 градусов по оси X, за красный кружок. За синий квадратик передвинем сюда. Выключим гизмо. И увеличим толщину. Потянем за правую зеленую точку. Уменьшим длину за центральную синюю точку. Включим гизмо. Нажмем клон. Выключим Snap. И повернем копию по оси Y за зеленый кружок на произвольный угол. Примерно вот таким образом. За зеленую стрелочку сдвинем внутрь стола. Выключим гизмо. И нажмем Mirror. Теперь давайте выберем вот эту деталь. Включим гизмо. Нажмем клон. И копию передвинем вниз.
расположим здесь, выключим гизмо, увеличим длину за центральную синюю точку. Выберем центральную доску столешницы, включим гизмо, нажмем клон и за синий квадратик передвинем вот сюда. Сделаем лавочку. Нажимаем клон и передвинем вправо за красную стрелочку. Теперь берем инструмент Select. Здесь выбираем прямоугольник. Выделим эту вот конструкцию. Откроем вкладку объектов. Здесь выберем строчку, на которой написано Mirror. И вверху этого окна нажимаем Join. Таким образом совместили все детали в одну. И нам нужно отзеркалить ее на противоположную сторону. Для этого выберем центральную доску столешницы, включим гизмо и нажмем Pin. Теперь выбираем боковую конструкцию, открываем вкладку объектов, нажимаем на плюсик и здесь нажимаем на значок Mirror. У нас автоматически отзеркалилось по X. Давайте это уберем. И нам нужно отзеркаливание по оси Z. Нажимаем на Z, синяя кнопка. И ножки стола отзеркалились. Теперь давайте отзеркалим лавочку. Выберем одну доску, выключим гизмо, нажмем на Mirror в строке редактирования. Теперь выберем вторую доску, соседнюю, и тоже нажмем Mirror. Столик и лавочки готовы. Давайте сделаем для них подставку, чтобы они не висели в воздухе. Для этого выбираем центральную доску столешницы, включим гизмо, пин выключим, нажмем клон и потянем вниз за зеленую стрелочку. Выключим гизмо. И увеличим. Далее сделаем заборчик. Выберем центральную доску столешницы, включим гизмо, нажмем клон и передвинем за красную стрелочку. Включим Snap, повернем по X на 90 градусов. Выключим гизмо, за верхнюю синюю точку уменьшим высоту. И придадим квадратную форму. Включим гизмо, передвинем сюда. Откроем вкладку объектов, нажмем клон и копию пока скроем. Нажимаем плюс, Array, чтобы добавить массив. У нас автоматически добавилась вторая деталь по оси X.
Давайте ее уберем. И нам нужна вторая деталь по Y. С помощью кнопки Size Y передвинем сюда. И количество поставим 4. Нажимаем Validate. Выбираем Join Children и нажимаем Yes. Далее нажимаем клон и повернем по Y на 90 градусов. Сейчас угловой столбик двойной, и один можно удалить. Перейдем в режим соло. Возьмем инструмент Hide, скрыть, и с помощью лассо скроем левый столбик. Он у нас сейчас скрыт, но не удален. Чтобы его увидеть, в нижней строке нажмем Wireframe. Теперь появилась сетка. Чтобы удалить, на вкладке редактирования нажимаем Delete. И выйдем из режима соло. Открываем меню объектов. Выберем деталь, которую мы скрыли. Откроем ее. Сетку выключим. Она нам сейчас не нужна. Включим гизмо. И повернем на 90 градусов по X. Уменьшим за оранжевый кружок. Выключим гизмо. И с помощью синих точек отрегулируем длину. Теперь включим гизмо. Поднимем наверх. Нажмем кнопку Pivot. И передвинем оси за синюю стрелочку в центр правого столбика. Выключим Pivot. И повернем по Y на 90 градусов. Так, сначала нажмем клон, потом повернем.